Откуда пришел плинтус и зачем он вообще нужен? Можно ли обойтись без плинтуса в интерьере и какие альтернативы существуют? Как сделать интерьер без плинтуса и не будут ли при этом пачкаться стены? Давайте разбираться. Сначала разберемся, чего это мы пристали к этим плинтусам, ведь жили же себе все эти императоры и герцоги, поэты и политики, и всегда все вокруг обрамляли плинтусами. И также любили, и также страдали, и плинтуса им никак и ни в чем не мешали. Что такое вдруг случилось, что эти неугомонные дизайнеры начали искать способы сделать интерьеры без плинтусов? Исторически плинтус – это декоративный элемент, скрывающий технологический зазор между напольным покрытием и стеной. Его сделали не потому, что так красиво или потому, что так удобно мыть полы. Его сделали, чтобы закрыть щель, а потом подумали, как бы эту планочку сделать посимпатичнее, и стали экспериментировать. Усложнили профиль, сделали его филенчатым, чтобы грани создавали красивую игру света тени. И вот это вот все. После этого родились мы, посмотрели на плинтус и подумали, наверное, это стандарт красоты, раз его везде ставят. Значит, наверное, и нам надо везде делать плинтус. Но нет. Давайте сделаем еще шаг назад и посмотрим более широко на панораму вопроса. Очень многие строительные технологии, которые сейчас кажутся нам привычными для жилых интерьеров, пришли или из размышлений об общественных интерьерах, например, инсталляция для унитаза появилась сначала именно в общественных туалетах, чтобы было проще поддерживать там чистоту и мыть пол, либо из большой архитектуры. В классическую эпоху цоколь здания зачастую обрамляли формами, чем-то похожими на плинтус, потому что они тоже озадачились вопросом, как красиво стыковать вертикаль и горизонталь. Теневой зазор пришел к нам как раз тогда, из современной архитектуры, когда классические каноны уже перестали действовать, и там, в современной архитектуре, он встречается повсеместно. Потом теневой зазор перешел на общественное пространство. Там его можно встретить во многих галереях мира, отелях и концертных залах. А теперь постепенно приходит и в жилые интерьеры. Почему дизайнеры всегда склонны предлагать клиентам околоклассические стили для квартир в каком-нибудь дореволюционном доме, а более современные асимметричные стили для жилья в современных стеклянных небоскребах? Дело в том, что архитектура пространства очень сильно влияет на интерьер. Двери и окна в классических домах всегда были в определенных местах с классическими отступами или вообще располагались на симметричной оси. Окна не уходили в пол, а у балконных и межкомнатных дверей всегда был наличник, у которого, к слову, чаще всего была база, в которую упирался плинтус, чтобы обрезки прятались в торцах этой базы. Сейчас же окна все чаще доводятся до пола, а двери делаются со скрытым коробом. К таким скрытым коробам не делают наличники, а значит, придется оставлять этот торчащий обгрызанный торец плинтуса, и двери без наличника потеряют тем самым всю красоту и чистоту линий. Либо мы оформляем ее как тайную дверь в покое императрицы и гримируем под стену. Но в таком случае надо делать засечки на декоративных элементах, на плинтусах, на молдингах, чтобы открывание оставалось возможным. Дальше. Мебель. Вот раньше приходили в магазин и покупали самый красивый буфет, шифоньер, секретер. Привозили это все извозчикам домой и ставили там, где душа подсказала. Даже во дворцах, где все по классическим канонам разлиновано, эти секретеры постоянно перетаскивали под настроение владельцев, но с плинтусом такая мебель никак не конфликтовала. Сейчас же все чаще мебель встраивается в архитектуру интерьера, как минимум кухни и шкафы. А раз встраивается, значит потолочный карниз должен на нее заходить сверху, а плинтус снизу. Некрасиво получается, когда плинтус обрезается или врезается во встраиваемую мебель. Такие стыки всегда должны продумываться заранее. Цоколь, мебели и плинтус должны соединяться друг с другом как ключик и замочек. Таким образом, отказавшись от плинтуса, мы решаем сразу кучу проблем. Мы можем увести фасады в пол, не думать об этих примыканиях с цоколем на кухнях и в шкафах и сделать двери без наличников.
Но вот здесь беспокоиться начинают некоторые строители. Не поддающаяся исчислению группа строителей обожает пластиковые плинтуса из ПВХ с нахлобучками, потому что собирать их можно так же весело, как конструкторы с детства. Монтаж занимает 8 секунд, а стоят они 5 копеек. К тому же вы подумайте, как удобно будет мокрой тряпкой пыль с них вытирать. Кричат они в довесок, а про себя думают, что с такими плинтусами еще и стены можно особо не выравнивать. На самом деле в местах стыков этих плинтусов скапливается пыль и грязь. Угловые элементы обожают грызть собаки и жевать дети. Это все постоянно отлетает и цепляется за носки и за колготки. Еще большинство строителей беспокоятся, потому что не представляют, как сделать полы без плинтуса. Многие из них еще не решили этот великий философско-строительный вопрос, что же должно появляться сначала, стяжка или стены, а тут придется еще полемизировать, чистовой пол сначала или чистовые стены. Вполне понятно и естественно, что полы без плинтуса вызывают у строителей вселенскую печаль. Сразу разберем вариант с кривыми стенами. С кривыми стенами хорошо работает только вариант выравнивания стен. Если стены выровнять не удается и, может быть, даже не очень хочется, то никакой плинтус делу не поможет и ситуацию не улучшит. И даже плинтус из ПВХ с нахлобучками. Дальше разберем варианты с плавающим полом, то есть с напольным покрытием, которое не прикрепляется к стяжке намертво. Сюда входит и ламинат, и паркетная доска с замковым соединением. Вариант 1. Мы можем закрыть технологический зазор Г-образным профилем, который одной стороной приклеен к стене, а другой прикрывает щель. Такой плинтус, который на самом деле профиль, можно купить алюминиевый, латунный, я уже видела даже готовые окрашенные варианты, а еще такой профиль можно покрасить краской для металла из баллончика самим или на производстве. Вот схема для плавающих покрытий, которую мы использовали на одной стройке с ламинатом. Подложка, высота ламината, высота уголка, уголок приклеивается к стене клеем. Еще из бюджетных решений есть такие ПВХ-ленты в рулонах. Они очень часто используются в Европе и в США, а в странах СНГ стали распространяться совсем недавно, поэтому о них знают не все. С ними стыковать мебель может быть удобнее, хотя проблему дверей без наличников они не решают. Такие материалы, как плитка и инженерная доска, приклеиваются к полу, поэтому с ними можно применять следующие плинтусозаменители. Пробковый компенсатор. Специальный пробковый компенсатор из мелкодисперсной крошки пробки с лакированным покрытием и паркетный герметик. Но тут возникают сложности. Первое. Сделать аккуратную и ровную подрезку напольного покрытия. Второе. Подобрать компенсатор по тону. Если вы не попадаете в тон идеально, лучше брать чуть темнее. И третье. Предупредить маляров, что полы будут без плинтуса, а то у них есть привычка не вытягивать стены до стяжки и рассчитывать, что плинтус скроет все недоделки. В данном случае, в данном решении стена должна быть идеально вытянута прямо до стяжки. В случае с плиткой или с доской на HDF можно вообще не делать компенсатора или герметика. Эти материалы практически неподвижны, а значит достаточно будет их просто аккуратно обрезать, подвести и оставить 2-3 мм. Теперь короли бесплинтусовья, встраиваемый заподлицо со стеной плинтуса и профили. Суть этих профилей пугающе проста. После возведения, выравнивания стен и укладки стяжки выровненная стена подсекается по высоте этого профиля. Они бывают разные, сверяйтесь с техническими чертежами. Устанавливается профиль, сверху доводится стена и выравнивается до этого уровня. Также можно сделать со стеной, которая собрана из 2 слоев гипсокартона. Сначала нашить первый слой, установить плинтус, а потом нашить второй слой гипсокартона. Но еще можно установить этот плинтус до выравнивания стен и выровнять уже вместе с ним. После установки профиля укладывается чистовое напольное покрытие. Если высота и конструкция профиля предполагает, то в нишу заподлицо со стеной закладывается плинтус, чаще всего МДФ, подготовленный под покраску. Встает он плотненько, у некоторых производителей порой даже защелкивается в специальный паз. Или в этой щели организуется LED-подсветка.
Или, если щель в профиле предусмотрена небольшая, то все так и остается, и получается аккуратный теневой зазор в 1-2 см. Мне кажется самым красивым, когда оставшаяся нижняя часть такого теневого зазора красится в черный цвет, создавая настоящую тень. Ну а теперь самый больной для многих вопрос. Как же жить-то без плинтуса и мыть полы грязной тряпкой? Во-первых, если тряпка, которой моют полы, настолько грязная, что она пачкает все вокруг себя, возможно, и полы ей не стоит мыть, так что сама конструкция этого вопроса может быть немного подозрительной. Во-вторых, если вы впустили в свою жизнь робота-пылесоса, а возможно и с функцией влажной уборки, то он практически весь этот вопрос сможет взять на себя. Роботы-пылесосы, вероятно, котики. Они довольно бережны и осторожны и не вредят стенам, к которым прикасаются. Еще почти у всех роботов есть щеточка, которая торчит из корпуса и прочищает подобные щели. В-третьих, стены под покраску отлично моются и реставрируются. Есть и краски с воском, которые колируются в нужный цвет, хорошо отмываются и обладают повышенной устойчивостью к стиранию, при этом сохраняя свою матовость. Есть разного рода бытовая химия и меламиновые губки, которые оттирают несмываемые пятнышки скрашенных стен. В-четвертых, если стена испачкалась и уж как-то совсем непоправимо, то можно взять оставшуюся после ремонта баночку краски и аккуратно кисточкой все самостоятельно подкрасить. Для таких работ я очень рекомендую купить кисточки для детского творчества из Икеи. Всем строителям я такие уже привезла, им очень нравится прорабатывать мелкие детали именно этими кисточками, потому что у них классный ворс. На этом все. Пусть в вашей жизни будет меньше проблем с плинтусами. Всем дизайн!